Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро расклад. Узнай будущее. Прогноз Таро на полгода. На первую половину 2025 года. Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите или новостей. Будем милосерднее к самим себе, поскольку жизнь не бывает полностью предсказуема. И, может быть, с какими-то альтернативными вариантами, возможностями мы столкнемся или придется с помощью таких вариантов решать тот или иной вопрос. И полгода – это не такой уж и большой срок. По сути, это наше ближайшее где-то будущее. Мы можем что-то и корректировать. И мы с вами достанем 6 карт по одной карте на месяц. И будем рассматривать карты с позиции позитивной психологии. Что вам удастся осуществить? Или пусть эти энергии даже где-то будут сложные, но вы как сможете это или преодолеть, или какой совет дадут вам карты. И у нас сегодня колода добра. Итак, как изменится ваша жизнь за полгода? Каковы энергии каждого месяца? Что идет в вашу жизнь? Или что будет меняться в вашей жизни, опять же? Давайте заглянем через карты Таро в будущее. Узнаем, приоткроем завесу будущего и тайн. Что-то, может быть, и просчитаем, не без этого. И первая карта у нас январь. Хоть этот месяц начался, и я запоздала с этим раскладом, хотела сделать в конце 2024 года. У меня и ежегодно эти расклады присутствуют. Кому интересно, вы можете найти через плейлисты, посмотреть, насколько предыдущие расклады откликаются или перекликаются с событиями вашей жизни. Но, тем не менее, еще остается до января какое-то время, какие-то дни, поэтому посмотрим, как события до конца января, какие энергии будут преобладать. Вторая карта у нас февраль месяц, и какие энергии. Март, апрель, май и июнь. Итак, 6 карт готовы. Давайте смотреть, что же для вас январь, колесо фортуны. Вот все у вас начинается, вот как Новый год, так и у вас буквально с началом Нового года меняется ваша жизнь. Это старший аркан. И действительно, когда старшие арканы выпадают, нам приходится учитывать те события, которые к нам приходят извне. Или вокруг вас обстановка меняется. У кого-то это будет связано с решением каких-то важных людей, ключевых персон, или по личной жизни вашего партнера. Могут быть и обстоятельства, в которых вы оказываетесь. И вообще в этой колоде карт это очень добрая карта, которая предвещает добрые как раз перемены. Но еще и нам говорит не упусти доброе время. Может быть, вам придется заниматься теми вопросами, которые вы еще в декабре не предполагали. Тут само пространство, Вселенная, если хотите, может несколько видоизменить ваши планы, потому что именно сейчас могут происходить какие-то неслучайные счастливые случайности или совпадения. Судьба очевидна, нам говорят вот в этой колоде. То есть есть взаимосвязь между вами или теми событиями, которые происходят вокруг вас. И пусть это даже для кого-то, смело скажу, хоть камни с неба. Значит, для вас, мои дорогие овны, это вы можете как свои таланты, желание вашей именно личности раскрыть по максимуму. У нас есть вторая колода карт. И мы давайте дополним, чего это может касаться. Хотя я допускаю, подсказки эти будут не для всех, потому что очень объемлющая по смыслу карта колесо фортуны. Но тут именно фартит, что мы называем. Ну все, больше уже не достаю. Стремительности карта. И правда, я сказала, быстрые какие-то события, не упусти время. Потому что если мы где-то начнем откладывать на завтра или думаем, к примеру, что ну вот эта ситуация повторится завтра, или предложение ко мне поступит завтра, тоже как будто кто-то повторит. Вот тут не будет повтора, мои дорогие. Поэтому в январе, и если вы сейчас смотрите еще в январе мое видео, и раздумываете о чем-то. Вот что, задумайтесь, какая возможность, может быть, оказия пришла в вашу жизнь или что вам предложили. Возможно, это то, до чего вы додумались сами, как внутренний инсайт, ваше какое-то решение. И поэтому не мешкайте. Здесь вам полный вперед. И по этой карте мы набираем скорость. Очень добрые энергии, должна сказать. Давайте откроем февраль.
Ну, явно какое-то твердое намерение процветать, семерка земли. Это у нас как пентакли идут энергии. Ну, земля – это все наше благополучие. Это то, что мы можем, по сути дела, осязать, потрогать руками. И в этой колоде нам говорят о том, что как жизненный перекресток. И герой нам изображен как головной убор. Он такой разноплановый, какой-то непонятный, альтернативный, будем говорить, да. Это не охарактеризуешь каким-то одним словом, что это. И не шляпа, и не кепка, и ну вот что-то такое особенное. Поэтому это где-то могут быть разрозненные мысли в феврале, и вам придется принимать решение. Именно карта и говорит принятие важного решения, новая стратегия. И, кстати, есть даже такое прописанное значение «смени пластинку». Вам придется, видимо, какие-то перемены, которые были запущены в январе, они у вас продолжатся на февраль. Давайте несколько раскроем, с чем это может быть связано. Хотя скажу сразу, это связано все то, что подразумевает благополучие. У нас в феврале Уран, который находится в знаке зодиака Телец. А Телец – это как раз и есть наше благополучие. И здесь у кого-то вопросы дома, у кого-то место вашего пребывания. Ну, считайте это, кто-то может рассматривать переезд далеко или поближе, откуда к вам приходят деньги, вторая такая стратегия, или финансовый ваш доход, или каким образом вы зарабатываете деньги. И где-то личная жизнь. Вот здесь может все смешаться где-то. Карта императрицы, мои дорогие, на кону не то что ваше счастье, а вообще какой-то ваш микрокосмос, ваш уклад жизни, ваш порядок в жизни. Это у кого-то смена статуса на пороге. Может быть, это придут как возможности в феврале уже, и для кого-то из вас построить карьеру, предложение должности. Или не предложили, вы сами ее возьмете, потому что сложится какая-то ситуация. И вы окажетесь в нужное время и в нужном моменте, в нужном пункте с нужным человеком. Но вот этот механизм перемен, или как колесо истории, оно запускается в январе. И поэтому, правда, с января какое-то продолжение следует. И в целом, если мы говорим императрица, это всегда символ нового «я». Это новое качество жизни. Вот вы приступите, или ваше решение какое-то будет связано именно с вашим благополучием. Вы не захотите себе навредить. И если прежде вами руководил, мои дорогие Овны, какой-то импульс, или вы, наоборот, где-то в себе сомневались, было, ну, как искаженное какое-то восприятие ваше тех или иных событий или ваших отношений, пусть это касалось по ключевым партнерам в разных сферах жизни. Вот здесь у вас что-то будет проясняться. Почему? Потому что вы сами что-то хотите прояснить. И вообще это действительно на пороге добрых перемен вы стоите в феврале. Давайте мы с вами раскроем, что же у нас на март. Ну, шикарно, мои дорогие. Десятка воды. Карта радости, карта счастья, когда сбываются наши мечты. Вообще нам говорят о спокойствии, о мире, об удаче, о благоденствии, о благополучии, о любви, об эмпатии, об взаимном взаимопонимании. Я даже не достаю никаких карт, потому что ты тут скажешь? Эта карта всегда передает наши добрые чувства, эмоции по максимуму. У кого-то это просто будут решения, продолжение решений вопросов по части личной жизни, к примеру, связанные с переездом или с местом вашего пребывания. Вот то, что я сказала как благополучие по знаку Телец, потому что это как олицетворение нашего благополучия. Вот этот механизм перемен, который запустил, может быть, уже Уран в знаке зодиака Телец, для вас выражается в каких-то новых возможностях, свершениях. Но, знаете, для вас может быть март тем месяцем, когда вы можете, ну, где-то ослабить хватку, не торопиться, начать наслаждаться жизнью. Когда вы, может быть, поймете, что, а ведь и правда в моей жизни происходят добрые перемены. В мою жизнь пытаются войти какие-то добрые энергии, позитивные изменения. Может быть, на пороге у кого-то будет предложение руки и сердца. Изменится ваша личная жизнь, какие-то добрые новости придут. Здесь для вас, в принципе, счастливые, я не побоюсь этого слова, энергии, когда даже ваши собственные планы будут иметь прекрасное продолжение. Поэтому первый квартал года для вас проходит в более чем добрых энергиях и запускает вот эту
Колесо истории или колесо вашей фортуны, практически судьба. Здесь как высшие силы вам помогают. Поэтому, правда, благополучное время не упустите. Может быть, и что-то рассмотреть новое, или, как нам карта буквально советовала, сменить пластинку, или отстроить свое счастье, от чего-то не отказаться, принять все то новое, что приходит на ваш порог. Давайте посмотрим, что же для вас будет апрель. Вообще, это карта 20-го старшего аркана, но это колода добра, и мы рассматриваем с вами в первую очередь энергии. И поэтому, что бы вы тут ни задумали, мои дорогие любимые овны, истинный успех. Но если мы переложим на другие колоды, нам всегда говорят о том, что не оглядывайся назад. И посмотрите, очень знаменательно. Первая декада, вторая декада у вас начинается с истинного успеха. То действительно первое полугодие – время больших возможностей, когда вы можете реализовать или начать реализовывать свою мечту или какой-то давно забытый план. Давно забытый, я имею в виду то, что вы всегда очень хотели, но либо руки до этого не доходили, либо обстоятельства вам словно мешали. И здесь первые шаги вы тоже сможете сделать. По 20-му старшему аркану это освобождение от боли, от страданий. И в этой колоде действительно это какой-то успех. Смотри в будущее буквально. Потому что, видимо, вы уже то, что для вас важно, оно где-то к апрелю у вас так или иначе стабилизируется. Важно, я имею в виду то, что может быть продолжено. Или пусть это касается отношений, значит, какие-то люди останутся с вами. Те, которые важны вам на последующий период времени. Может быть, еще в апреле вы будете где-то подводить итоги по части работы или личной жизни. Я могу такое предположить. Но это уже тот итог, который мы точно знаем, что мы не хотим продолжать. И больше позитивных энергий. Здесь вас что-то перестанет цеплять за живое, вот буквально так. Вас перестанет что-то, может быть, раздражать, или вы перестанете досадовать, именно потому, что какие-то болезненные или те эмоции, когда у нас что-то не получилось, вы меняете свое отношение к ним. У вас наступает своеобразный период здорового равнодушия, и вам легче проститься с тем, что не имеет смысла в вашей жизни. Вот какой-то поворотный, может быть, месяц, и в то же время успешный апрель. Давайте посмотрим, что же у вас на май. Король Земли. Вот очень интересно, февраль и май. 2 месяца, которые будут свидетельствовать о том, что в центре внимания, скорее всего, вопросы денег, вопросы недвижимости, опять же, или построение вашего бизнеса может быть с нуля, когда бизнес набирает обороты. Король Земли – это всегда практик, это тот, который надеется сам на себя. Может быть, у вас, кстати, в мае месяце будет такой очень надежный партнер, или вы совершите какие-то важные согласования, подпишете договоры. Иногда по королю Земли проходят и банкиры, может быть, какие-то в банках вопросы по получению, может быть, долгового кредита, как ипотечного кредита, или наоборот для кого-то закрытие кредитов. Тут мы все разные. Но по земле у нас идут именно бизнесмен, филантроп, само по себе богатство и надежные люди. Вот эти ключевые моменты для вас будут важны в мае месяце. Но для вас это добрые энергии для себя самих сделать более чем что-то хорошо. Причем сделать это на практике. Если мы здесь по 20-му старшему аркану о чем-то думаем, да, истинный успех или к вам приходит успех, то тогда продолжать мы на следующий месяц должны или переводить какой-то ваш успех или то, что вам удалось осуществить, согласовать, так вот переводить это в какую-то реальную плоскость, материальную плоскость. И, по сути дела, от ваших приложенных действий будет зависеть развитие этого успеха. Июнь. Карта Луна. Кстати, кто-то по Луне из вас может отправиться, к примеру, в отпуск. Луна – это добрые эмоции, Луна – это наша интуиция. Иногда это, мои дорогие девочки, аркан Луна может свидетельствовать «я жду ребенка». Для кого это целесообразно, актуально. Вот такой месяц, который будет располагать, может быть, для того, чтобы стать мамой. Для всех остальных эта карта Луна будет, если мы про энергетику, может быть, в июне месяце, если
опустим отдых, что хорошо проигрывается. Но аркан Луна – это всегда некоторые неопределенности. Есть словно очертания. Или мы точно знаем, чего мы хотим достичь. Но предпосылок к этим достижениям мы пока еще не видим. Иногда Луна нам говорит «продолжай». Но продолжай искусством мелких шагов, чтобы в первую очередь себе не навредить. И уж точно энергия июня куда-то не торопиться. Слушать опять же свою интуицию. Почему? Чтобы не оказаться, к примеру, в толпе. Будьте внимательны. Есть такое выражение «меня несет толпа». И мы там не контролируем себя. Мы именно как в толпе. И для вас вот этот момент тонкий очень, он должен быть исключен. То есть, по сути дела, исключить всяческий риск. Иногда аркан Луна свидетельствует о том, что нам приходится вести важные переговоры с людьми, которые нам не нравятся. Но это действительно важные какие-то договоренности, или мы обсуждаем с кем-либо для нас очень важное намерение и цель. И нас где-то могут так вот не давать нам какого-то ответа, например, да, могут где-то уходить от решения тех или иных вопросов люди. Есть по этой карте, как мы сказали, какие-то неопределенности. Так вот, либо этот человек конкретный в чем-то не определился, вы сами тоже, мои дорогие овны, в чем-то можете сомневаться, но ваша сила будет в дипломатии, потому что договариваться придется даже, может быть, с хамелеонами, мои дорогие. Есть такая замечательная колода «78 дверей», и там аркан Луна очень красиво и правильно показан, когда сама по себе дверь там имеет значение, открытая или закрытая, или каков ключ. Так вот, аркан Луна имеет стража дверей, иными словами, ключ, и это хамелеон. Поэтому и вам, может быть, придется договариваться с хамелеонами, когда мы именно где-то изменяемся гибко, в зависимости от тех людей, с которыми мы говорим, учитываем, по крайней мере, настроение собеседника. Почему? Потому что вам это помогает. Или если мы хотим оказаться вот именно в каком-то конкретном месте, тогда нам тоже придется принять во внимание некоторые условности и, опять же, быть более дипломатичнее, быть гибче. Вот давайте мы немножко с вами проясним, о чем нам желает сказать карта. По этому аркану именно в этой колоде нам хотят передать, что большие возможности скрываются в тени. Вот, пожалуй, помните основное направление, поэтому даже если придется договариваться с хамелеонами, значит, и вы сумеете не сказать ни да, ни нет, как и от чего-то не отказаться. Вот, возможно, вам придется и не отказаться, и не сказать твердое «да». Как бы не обнародовать свое решение, не вынести какой-то вердикт, тоже самому быть вот где-то в этом балансе. Чего это может касаться? Давайте узнаем. Это старший аркан. Вы знаете, великая сила, девятка жезлов и удивительная колода, на которой мы с вами достаем дополнительные карты. Значения этих карт совпадают в некоторых позициях с герметической колодой Таро, которую я очень люблю. Она совершенно в иных энергиях, и она не очень иллюстративна, поэтому я ее не использую для публичных раскладов. Так вот, это карта великой мощи, или здесь прописана великая сила. Но мы должны еще подумать, куда эту силу применить или к чему. Мы должны быть осторожны. И вот этот забор из 9 жезлов, мы как раз очень внимательны, чтобы, первое направление, себе не навредить или не упустить какую-то опасность, и второе направление, не упустить какую-то возможность. Поэтому где-то, правда, гибче придется быть и перед тем, как на что-то согласиться или подписать конкретно какой-то документ. Ну, надо все многократно просчитать. Основная тема – и не навредить, и не упустить. Для кого-то из вас не создать конкретно конфликта.
Всегда пятерка мечей – это пирова победа, потому что будет очень большой соблазн настоять на своем. А ведь и правда, посмотрите, у вас вы тут как набираете силу, и вот эти 5 месяцев для вас будут решающими. И может быть, именно в июне где-то по Луне могут быть спровоцированы такие эмоции сильные в нас самих, когда мы с кем-то не согласны. Это своего рода гнев, буря какая-то может быть в вас, и вам захочется, может быть, обидчику сказать все, что вы думаете, а карты нас все призывают совершенно к другому. Здесь могут быть какие-то и наши иллюзии, потому что мы можем быть о конкретном человеке какого-то мнения, и неправильного, кстати, мнения. Я это тоже не исключаю. Но из разряда нас прорвало, вот это может быть. Поэтому всегда пятерка мечей говорит, если ты какой-то свой, тут именно через договоренности будет не поражение, а победа. И причем, скорее всего, вот этот вопрос, который злободневен в июне, он где-то перейдет на июль, я так могу предположить, или какая-то тема перейдет на июль, может быть, даже на август, и вам придется быть вот этим самым дипломатом, чтобы не разрушить, может быть, прежние договоренности, или не вступить в конфликт с важной персоной какой-то. Примите это тоже во внимание, потому что всегда пирова победа, да, мы вроде бы кому-то что-то, нам так кажется, доказали, а человек все равно, да, он уходит от нас, но он остается при своем мнении. Поэтому, по сути, мы только себе можем навредить. Интересно, а что еще это может быть по аркану Луна? Вот нам просто говорят, лучше отдыхать. Вот конкретно отдых от суеты. Так и называется эта карта. Поэтому не ставьте, я бы сказала, на июнь каких-то глобальных планов. А с теми планами или с теми событиями, которые придут на ваш порог, проявите гибкость и дипломатию. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.